you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые планарные внутриканальные наушники от компании Shure стоимостью $189. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с приятным оформлением, где на лицевой части указано название этой модели Astralis. Ну а здесь сзади были указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает планарный излучатель диаметром 15,5 мм пятого поколения. Но чувствительность составляет 104 дБ, и они получили сопротивление 20 Ом. И на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как обычный штекер на 3,5 мм джек, так и балансный штекер на 4,4 мм джек. ЦАП-усилитель с Type-C и выходом на 3,5 мм джек. Небольшой фирменный кейс. Инструкция по использованию наушников. Гарантийная карточка. Сертификат качества. Ну и 2 набора силиконовых амбушюр. Эти наушники получились довольно небольшие и были выполнены полностью из алюминия с ЧПУ-обработкой и лицевыми панелями, украшенные синими звездами и логотипом компании. Но здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом тут находится первое отверстие для компенсации. Ну а здесь уже было указано название этой модели и имеется маркировка канала. А вот уже поближе к звуководу находится второе отверстие для компенсации. А вот звуковод тут имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм, а также он получил хорошо выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. Ну и еще он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Ну а сидят эти наушники в ушах буквально превосходно, обеспечивая поистине очень плотную и максимально надежную посадку с прекрасной звукоизоляцией. Да и их модульный кабель оказался просто отличного качества, и поэтому я прослушивал эти наушники именно с ним. И от себя менять его я вам точно не советую. Поэтому все, что вам в итоге остается, это лишь только подобрать под себя подходящие амбушюры. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики планарных наушников Shure Astralis. И первое, что мы здесь видим сразу, это явное усиление низких частот на 12 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено примерно на уровне моего таргета, лишь с небольшим смещением на 2 кГц, что абсолютно нормально. А вот высокие частоты тут безусловно очень хороши, поскольку они продолжительные, отлично контролируются и плавно затухают уже после 15 кГц, что является хорошим результатом. Ну а теперь давайте лучше обсудим, как все это ощущается уже на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились действительно очень удачными. И при первом прослушивании сразу чувствуется, что основной акцент здесь был сделан именно на саббас, который в своей подаче глубокий, массивный, отлично уходит в самые нижние регистры и создает по-настоящему мощный фундамент, благодаря чему электронная музыка, хип-хоп, рок, металл, да и в целом-то любые композиции с более насыщенной низкочастотной основой звучат очень эффектно и вовлекающе. При этом саббас точно не кажется каким-то излишне раздутым или чрезмерно доминирующим, а наоборот он ощущается таким прям очень собранным, уверенным и отлично контролируемым. А вот мидбас тут будет слегка сдержанный, но на мой взгляд именно за счет этого здесь удалось добиться такого приятного баланса. И в своей подаче он быстрый, упругий, обладает хорошей атакой и отлично передает энергетику ударных инструментов. Но при этом он точно не пытается перетянуть все внимание на себя. И даже в самых тяжелых композициях остается разборчивым, не превращается в какую-то сплошную массу и совершенно не залезает на средние частоты. И в результате низкие частоты здесь ощущаются очень естественными и техничными. Они дают музыке
некий хороший фундамент, добавляет нужный вес там, где это действительно нужно, но при этом не забирает все внимание у остальных диапазонов. И именно поэтому эти наушники одинаково уверенно справляются как с более насыщенной электронной музыкой, так и с более живыми жанрами, как джаз, рок и металл, где очень важно сохранить баланс и хорошую читаемость его диапазона. А вот средние частоты тут получились очень чистыми, естественными и, наверное, что самое-то главное, очень комфортными. И при первом прослушивании я сразу обратил внимание на то, что середина точно не пытается казаться какой-то слишком энергичной или излишне насыщенной, а наоборот, подача здесь ощущается спокойной, плавной и очень цельной, благодаря чему музыку банально хочется слушать часами и без какого-либо намека на усталость. При этом точно нельзя сказать, что средние частоты здесь получились скучными или сухими, поскольку вокал звучит достаточно насыщенно, обладает хорошей телесностью и располагается немного ближе к вам, чем, например, в Shure Ember. И особенно это заметно на мужских голосах, которые звучат прям уверенно и приятно воспринимаются на слух. Да и женский вокал тоже передается чисто и эмоционально, сохраняя уже хорошую разборчивость даже в насыщенных аранжировках. Ну а что касается инструментов, то здесь тоже все очень здорово. И будь это гитары, пианино, струнные, духовые, все звучит натурально, с хорошей передачей тембра и без ощущения какой-либо искусственной планарной окраски. При этом каждый инструмент легко отделяется друг от друга. И даже в тяжелых композициях все сохраняет хорошую разборчивость и ощущение некоторого порядка и структуры. И в итоге средние частоты оставили у меня исключительно приятные впечатления, поскольку они звучат естественно, комфортно и гармонично, благодаря чему музыку банально хочется слушать больше и наслаждаться деталями без какого-либо утомления. Ну и теперь о высоких частотах. И вот здесь Shure Australis раскрывается действительно очень интересно, потому что с первых минут прослушивания сразу становится понятно, что перед вами настоящие планарные наушники, поскольку высокие у них получились очень детальными, быстрыми и обладают отличной прозрачностью. И они буквально сразу вытаскивают огромное количество мелких нюансов, благодаря чему многие композиции ты начинаешь воспринимать уже совершенно по-другому, замечая новые детали, на которые раньше просто не обращал внимания. При этом я бы не назвал их слишком яркими или навязчивыми, поскольку несмотря на такой вот очень высокий уровень детализации, они сохраняют очень приятный баланс и не создают ощущения, что постоянно пытаются привлечь к себе внимание, а наоборот они ощущаются прям зрелыми, воздушными и хорошо контролируемыми, благодаря чему тарелки, перкуссия и различные какие-то высокочастотные эффекты звучат в этих наушниках максимально естественно, без какой-то там лишней резкости или металлического оттенка. Но, конечно, стоит понимать, что Australis будут довольно требовательны к качеству самой записи. Если материал изначально был записан плохо, то эти наушники скрывать от вас этого точно не будут. Но зато на действительно качественных треках высокие частоты тут раскрываются во всей красе, добавляя музыке ощущение открытости, воздуха и просто невероятного количества мелких деталей. И в итоге именно высокие частоты произвели на меня, пожалуй, самое сильное впечатление, поскольку они очень техничные, прозрачные и информативные, но при этом остаются комфортными при длительном прослушивании. Ну и еще хочется сказать про звуковую сцену, которая тоже заслуживает отдельного внимания, и она ощущается прям достаточно широкой и свободной, благодаря чему музыка не собирается где-то у вас в центре головы, а воспринимается более объемно и естественно. При этом сцена радует в этих наушниках не только своей шириной, но и очень хорошей глубиной, поэтому инструменты располагаются не просто там где-то в одной плоскости, как в бюджетных планарных наушниках, а формируют уже вполне убедительное и самое-то главное объемное пространство. Да и с локализацией тут полный порядок. Каждый инструмент и вокал занимает свое место, поэтому даже в насыщенных композициях у вас не возникает ощущения какого-то хаоса или перегруженности, а наоборот, за
происходящим очень легко и интересно наблюдать, а ваше внимание без каких-либо усилий переключается между отдельными партиями, позволяя вам услышать даже самые мелкие детали аранжировки. При этом сцена здесь ощущается не искусственно растянутой, а именно естественной. И на мой взгляд, она прям хорошо соответствует общей подаче этих наушников, где каждый диапазон работает очень гармонично и, самое главное, дополняет друг друга. И в результате эти наушники создают приятное ощущение пространства и позволяют вам буквально погрузиться в музыку, получая удовольствие не только от самого качества звучания, но и от того, насколько грамотно была выстроена вся звуковая картина. Ну и в итоге я пришел к тому, что LED Shure Australis это действительно очень удачные планарные наушники, которые приятно удивили меня буквально по всем параметрам. И они сочетают в себе как глубокий и хорошо контролируемый текстурный бас, так и естественную и комфортную середину, а также очень детальные, прозрачные и при этом совершенно не утомляющие высокие частоты. Если вы давно искали планарные наушники с действительно зрелым, сбалансированным и технически сильным звучанием, то на мой взгляд, LED Shure Australis однозначно заслуживают вашего внимания. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами, как всегда, был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.